Рада приветствовать вас на своем творческом канале о вязании крючком. Меня зовут Виктория. Сегодня хочу поделиться с вами полноценным мастер-классом по созданию сумки-шопера из джута. В данном мастер-классе мы свяжем донышко сумки, сделаем аккуратный переход от донышка к стенкам. Далее сформируем стенки и ручки основным узором и в завершение сделаем их обвязку. В мастер-классе нет видео по созданию декора в виде такого листика или перышка. При изготовлении его из джута есть свои определенные особенности, но если бы вам хотелось его повторить, дайте знать мне в комментариях, и я сниму отдельное видео. Для вязания нам понадобится двухниточный джутовый шпагат, толщина нити составляет около 2 мм, плотность 1100 текс. На сумочку размерами 40 см шириной и 45 высотой у меня ушло около 900 граммов шпагата, это примерно составляет 800 метров. Донышко сумки будем вязать нитью в 2 сложения. Для удобства вторую нить можно достать изнутри бобины, если нет бумажной втулки внутри, либо вязать из 2 отдельных бобин. Для донышка будем использовать крючок номер 5 или 6. Стеночки сумки будем вязать в одну нить, крючок номер 4. Также понадобятся ножницы и сантиметровая лента. Для донышка сумки берем джутовую нить в 2 сложения, крючок номер 5 или 6, у меня 5,5, и набираем 8 воздушных петель. Делаем еще одну петлю подъема и во вторую петельку от крючка начинаем вязать ряд столбиками без накида. Вводим крючок в центр косички, захватываем нить и провязываем 2 петли на крючке. Расправляем вязание и подтягиваем свободный конец нити. Делаем петлю подъема и разворачиваем вязание. Далее все последующие ряды будем начинать вязание с 3-й петли от крючка. Петля подъема будет служить первой петлей ряда. Мне хотелось сделать более рельефным донышко, поэтому я его буду вязать столбиками без накида за дальнюю стенку петли, то есть полукосичку. Если хотите более ровное донышко, можно вязать столбиками без накида за обе стенки петли. А чтобы впоследствии нам не пришлось прятать свободный конец нити, мы его можем сразу ввязать в изделие. Чтобы столбики были ровными, одинаковой величины, необходимо вытягивать нить до петли, находящейся на крючке, а после провязывания петли подтягивать нить. Во всех мастер-классах стараюсь об этом правиле постоянно напоминать. Провязывая таким образом, мы контролируем высоту каждого столбика и расстояние между ними. Делаем петлю подъема для перехода на следующий ряд. Снова начинаем вязание с 3-й петли от крючка.
Обратите внимание, как мы провязываем последнюю петлю ряда. Она же является петлей подъема предыдущего ряда, и мы ее вяжем за такую перемычку. Снова делаем петлю подъема, разворачиваем вязание и все последующие ряды вяжем абсолютно аналогичным способом до нужной длины. Хочу сразу отметить, что мы еще будем делать обвязку донышка, которая добавит примерно по 1 сантиметру с каждой стороны к длине и ширине донышка. Далее продолжим вязать самостоятельно. Я провязала 42 поворотных ряда и перед обвязкой донышка сделала влажно-тепловую обработку. Необходимо прогладить через ХБ ткань с обеих сторон на среднем уровне пара и температуры без сильного нажатия. Сейчас моя длина донышка составляет 34 сантиметра, ширина 6 сантиметров. Обвязку донышка можно сделать двумя способами. Первый, провязав по одной петле в каждый ряд, то есть в выступ и углубление. Второй способ по 2 петли через ряд, то есть только в углубление. Проверив экспериментально, поняла, что второй способ более удобен. Делаем петлю подъема и начинаем вязание в первое углубление. 2 столбика без накида. И так продолжаем далее по 2 столбика в каждое углубление. При обвязке придерживаемся тех же правил. Вытягиваем нить до уровня петли, находящейся на крючке, а после провязывания подтягиваем. Продолжим далее самостоятельно, таким же образом до угла. В каждый угол необходимо провязать также по 2 столбика без накида. На узкой боковинке провяжем по 1 столбику в каждую петлю основания. Следующий угол снова провяжем 2 столбика без накида. Вторую широкую боковинку обвязываем аналогично предыдущей, по 2 столбика без накида в каждое углубление. В угол сделаем прибавку из 2 столбиков и далее по стороне узкой боковинки по 1 столбику в каждую петлю основания. И в заключительный 4-й угол делаем прибавку из 2 петель. После обвязки размеры донышка стали 38 на 8 сантиметров. Теперь нам нужно закрыть ряд и завершить вязание донышка. Для этого обрезаем нить, вытягиваем ее и формируем заключительную петлю. Для этого вводим крючок через 1 петлю, подхватываем нить и возвращаем ее в то место, откуда вышла она из петли. Теперь остается закрепить нить при помощи узелка и спрятать под петли по изнаночной стороне.
Переворачиваем донышко лицевой стороной вниз и приступаем к вязанию стеночек. Будем вязать одинарной нитью и крючком номер 4. Вводить крючок будем в центр косички и захватывать полупетлю. Начинаем вязание с угла. Захватываем нить и провязываем 2 воздушные петли. Начинаем вязание столбиками без накида в каждую петлю основания. Свободный конец нити сразу ввязываем в изделие. Снова придерживаемся тех же правил. Вытягиваем нить до уровня петли на крючке, а после провязывания подтягиваем. Таким образом нам нужно связать по всему периметру донышка. В каждом углу снова будем делать прибавки. В каждую петлю основания провязываем по 2 столбика без накида. Провязали самостоятельно по кругу, завершаем вязание первого ряда. В последний угол также провязываем 2 столбика. Далее будем продолжать вязать по спирали без замыкания каждого ряда. В основном узоре чередуется 2 вида петель. Одна вяжется в основание петли предыдущего ряда, вторая за обе стенки косички, обычный столбик без накида. И так продолжаем чередовать до конца ряда. На внешний вид данного узора влияют удлиненные петли, провязанные в основание петли предыдущего ряда. Поэтому, если нить ложится неправильно, перекручивается, сразу придаем ей нужную форму. Продолжим далее самостоятельно и встретимся в конце ряда. Довязали ряд до конца. У нас первая и последняя петля ряда связаны в основании. Далее с третьего ряда вяжем узор в шахматном порядке. Над удлиненной петлей вяжем обычный столбик без накида за обе стенки косички. Над столбиком без накида вяжем удлиненный столбик в основании петли предыдущего ряда. И так продолжаем далее. Но бывает и другая ситуация, сейчас объясню. Если вдруг второй ряд у вас закончился не удлиненной петлей, а столбиком без накида, тогда, чтобы узор лег правильно, нам необходимо просто сделать прибавку в виде одной удлиненной петли. Выполняем ее и дальше вяжем в шахматном порядке по узору, как показывала ранее. Таким же образом продолжаем вязать далее. После первых провязанных рядов придаем форму боковинкам сумочки. Относительно данного узора хочу кое-что пояснить. Для сравнения пробовала его вязать нитью в 2 сложения. Получается гораздо грубее и значительно утяжеляет изделие. Поэтому остановилась на таком сочетании: более плотное донышко и облегченный вариант стенок.
И самое главное, что именно в таком исполнении узор не стягивает донышко и получается гармоничное сочетание. Хочу показать вам работу на среднем этапе. Провязала я 30 рядов, и высота сумки на данный момент составляет 18 сантиметров. Боковинки получаются ровными, без расширения либо сужения, и узор достаточно хорошо держит форму. Провяжем вместе еще небольшой отрезок. Если недостаточно подтягивать петлю на крючке, между столбиками образуется отверстие. Поэтому, если хотите, чтобы узор был однородный, без просветов, лучше сразу распустить и перевязать данную петлю. Итак, я провязала 70 рядов, высота сумки на данный момент составляет 42 сантиметра. Следует учесть, что формирование ручек прибавит к общей высоте еще около 3 сантиметров. Вы вяжете в зависимости от ваших потребностей до нужной высоты необходимое количество рядов. Приступаем к формированию ручек. Для их разметки необходимо 6 отрезков нити, либо можно использовать маркеры. Первые 2 отрезка прикрепляем по краям изделия. В среднем пропорционально ручки обычно занимают 1/3 часть боковинки сумки. У меня по окружности всего 107 петель. То есть, разделив сумку на 2 боковинки, с одной стороны получаем 53 петли, с другой стороны 54. Я распределила таким образом. Для ручек оставила 19 петель, для остальных частей по 17. Но так как у нас общее количество петель нечетное, а именно 107, то есть в одной из частей будет не 17, а 18 петель. Но это на общую картину не повлияет. Итак, если вы правильно сделали разметку, маркеры с одной и с другой стороны для ручек должны находиться на одном уровне. Повторюсь еще раз, для ручек у нас 19 петель, по боковинкам от ручки до ручки с одной стороны 17 плюс 17 34 петли, с другой стороны 17 плюс 18 35 петель. Приступаем к вязанию ручек, и отметки по бокам можем теперь снять. Длина ручек будет составлять 60 сантиметров, для этого набираю 75 воздушных петель. Перед присоединением расправим косичку, чтобы не было перекручиваний. Присоединив, хорошо подтягиваем первую петлю и дальше продолжаем вязать по узору до формирования второй ручки.
Можно частично снять уже маркеры и набираем петли для второй ручки. В месте крепления ручек провязываем как можно плотнее. Первый ряд цепочки вяжем столбиками без накида. Снова плотно присоединяем ручку и далее вяжем по узору до следующей ручки. При вязании первого ряда в нижней части ручки остаются отверстия. Расправляем ее, слегка вытягивая, придавая форму и тем самым уменьшая отверстие. Начиная со второго ряда вязания ручки, нам необходимо у ее основания сформировать угол, чтобы не было впоследствии складки. Для этого с обеих сторон ручки в каждом ряду будем делать убавку. Провязывать вместе 2 петли, крайнюю петлю стеночки сумки, первую петлю ручки. Чтобы убавки были менее заметными, вводим крючок под ближние полупетли. Далее захватываем нить и протягиваем сразу сквозь 2 полупетли. Во втором ряде ручек начинаем формировать узор, как и на стеночках сумки. Поочередно вяжем одну петлю в основание предыдущего ряда, то есть удлиненную, вторую петлю обычным способом, столбик без накида за обе стенки петли. Со второй стороны ручки убавки делаем аналогичным способом. Стеночки сумки продолжаем вязать по узору. Во всех последующих рядах убавки выполняем одинаково и ручки вяжем по узору до желаемой их ширины.
Для формирования ручек в общей сложности я провяжу 6 рядов. Итак, ширина моих ручек составляет чуть больше 3 сантиметров. В завершение вязания сумки мы еще сделаем обвязку края. Но для этого предварительно необходимо провести влажно-тепловую обработку, чтобы впоследствии обвязка не стянула край изделия. Проводим влажно-тепловую обработку через ХБ-ткань на среднем уровне пара и температуры, без сильного нажатия, чтобы не деформировать узор. Особое внимание уделяем ручкам. Можно провести ВТО как с лицевой, так и с изнаночной стороны. Пока изделие влажное и теплое, расправляем в тех местах, где это необходимо, и придаем нужную форму. Обвязку края проводим с помощью соединительных петель. Для этого вводим крючок в центр косички, захватываем нить и протягиваем ее сквозь петлю на крючке. При этом петли стараемся вытягивать одинаковой величины. Такие действия выполняем по всей окружности края стенок и ручек. Выполнила обвязку по всей окружности края стенок и ручек. Теперь необходимо сформировать завершающую петлю. Делаем ее таким же образом, как и при завершении вязания донышка. Для этого обрезаем нить, вытягиваем ее, вводим крючок через одну петлю, захватываем нить и возвращаем ее в то место, откуда вышла она из петли. Теперь необходимо закрепить нить с помощью узелка и спрятать кончик под петли по изнаночной стороне. На этом мастер-класс по вязанию сумки шопера из джута подошел к завершению. Надеюсь, данное видео было для вас понятным, но если вдруг остались вопросы, задавайте их в комментариях. Буду рада увидеть ваши работы, присылайте мне их в директ Instagram, активную ссылку оставлю в описании под видео. Всем спасибо за внимание, до новых творческих встреч!